Здравствуйте. Мы с вами продолжаем заниматься психологией. Наша тема продолжает предыдущее занятие, связанное с развитием символических систем в процессе взросления ребенка. Да, и в данном случае мы говорили о основных каких-то линиях развития в дошкольном возрасте. Итак, вот у нас шла речь о речевом развитии ребенка, и я бы хотела сейчас остановиться на некоторых важных моментах, которые имеют отношение к речевому развитию, к наблюдениям за речевым развитием ребенка. Обычно при описании речевого развития психологи говорят о том, что ребенок первоначально набирает так называемый пассивный словарь, и тогда, когда объем вот этого пассивного словаря достигает примерно 30-50 слов, ребенок уже переходит к тому, чтобы произносить какие-то первые свои слова в активной речи. И здесь можно сказать о чем? Да? Вот что такое пассивный словарь? Пассивный словарь – это о том, что вот ребенок уже понимает, да, что есть какие-то словесные обозначения для различных предметов, он пока не может произнести их самостоятельно, но он уже может, допустим, показать тот или иной предмет, если ему предложить это сделать. Да? Вот объяснение, да, того, вот каким образом, да, ребенок приходит и к накоплению пассивного словаря, и к затем уже накоплению активного словаря, вот для того, чтобы это как-то понять и объяснить, наверное, имеет смысл упомянуть о некоторых более ранних важных событиях. Вот мы с вами должны понимать, что, безусловно, для ребенка, для полноценного речевого развития ребенка очень важно, чтобы он просто с первых, так сказать, мгновений своей жизни слышал родную речь, и чтобы он как бы впитывал, да, в себя вот эти звуки и, так сказать, начинал с ними осваиваться, начинал их как-то запоминать и анализировать. И интересно то, что некоторые современные эксперименты показали то, насколько как бы интенсивная работа проделывается ребенком как бы для вот закладки каких-то основ речевого развития. И эта работа имеет место на первом году жизни. Я имею в виду такие вот важные эксперименты по изучению как бы вот освоения ребенком фонетической стороны языка. Эти эксперименты были сделаны американским психологом Патрисией Кул, и они заключаются в следующем. Вот маленьким младенчикам можно предъявлять фонемы или какие-то простые слова, принадлежащие разным языкам. И при этом может быть использован тот метод, который, в общем-то, породил определенную такую революцию в развитии возрастной психологии уже с самого конца XX века и нашего времени. Это так называемый метод предпочтения. Дело в том, что это метод, который используется на довербальной стадии развития человека, то есть тогда, когда нельзя спросить человека, он не сможет ни ответить что-либо, ни ответить на какой-нибудь опросник и так далее. Да? И, оказывается, можно наблюдать за поведением человека, вот этого, так сказать, как правило, маленького, да, вот этого младенчика. И оказывается, что по тому, как он реагирует на тот или иной объект, сколько времени он внимательно смотрит на этот объект, да, насколько как бы внимательно он прислушивается к тому или иному, скажем, звуковому сигналу. Вот поэтому, оказывается, очень многое можно сказать о том, вот как он понимает вообще окружающий мир. И кроме вот этого метода предпочтения еще как бы есть такой метод привыкания. То есть когда мы предъявляем какой-нибудь стимул, какой-нибудь объект, да, если это происходит достаточно долго, то, в общем-то, человеку через какое-то время это надоедает. Он, так сказать, ознакомился с этим объектом, и дальше внимание угасает. Причем у младенца это внимание угасает достаточно быстро. Но если возникнет какой-то новый объект, то оказывается, что возникает реакция на новизну, и эта реакция на новизну показывает, что этот объект является для ребенка другим. Он не такой же, как был предыдущий.
И вот, в частности, при помощи вот этого метода привыкания Патрисия Кул провела свои такие уже ставшие классическими эксперименты. Она предлагала детям в возрасте примерно 4-5 месяцев, 3-4-5 месяцев, фонемы, принадлежащие к английскому языку и японскому языку. Ну и коротенькие слова, принадлежащие английскому и японскому языку. Как вы понимаете, в разных языках есть аналогичные фонемы, но они произносятся зачастую достаточно как бы вот по-разному, да, так сказать, какими-то разными способами. У них разное там тембровое наполнение. И, в общем-то, оказалось, что для ребенка, которому 4 месяца от роду, в общем-то, безразлично, какого рода аналогичные фонемы ему предъявляют. Для него это, так сказать, примерно одно и то же. Но если мы то же самое проделаем с ребенком, которому уже исполнилось примерно 7 месяцев, то оказывается, что это для него уже разные объекты, разные слуховые объекты. То есть, скажем, слово, короткое слово или какая-то фонема английского языка – это один объект. Если она сменяется аналогичной фонемой или коротеньким словом из японского языка, младенец выдает реакцию на новизну, и это означает, что для него это уже разное. А это что, в свою очередь, означает? Это означает то, что младенец проделал гигантскую, так сказать, работу вот за этот период, так сказать, от 3-4 месяцев до 7 месяцев по как бы раскладке фонем родного языка по каким-то своим полочкам. И это, безусловно, является очень важной предваряющей работой для того, чтобы ребенок как бы осуществил вот тот анализ речевого потока, который он слышит вокруг себя, начал расчленять его на отдельные слова, начал еще соображать, ага, вот взрослые называют этот объект, допустим, там бутылочкой, или этот объект называют рубашечкой или ботиночками, да, и, значит, вот это, наверное, примерно об этом. То есть ребенок нащупывает, развивая свои мыслительные структуры, он нащупывает вот те пути, которыми он может осмысленно расчленить речевой поток на слова, и эти слова при этом еще отнести к каким-то объектам. И, безусловно, вот к концу 1-го года жизни и в начале 2-го года жизни дети уже, как правило, при нормальном развитии, как правило, имеют достаточно обширный пассивный словарь. То есть они уже понимают, что то или иное слово относится к тому или иному объекту, и вот даже, так сказать, могут в определенных таких задачках, есть такие специальные тесты, они могут показать тот или иной объект. Да, допустим, там, покажи чашечку, там, покажи там, мячик, покажи ботиночки, да, там, вот, шапочку и так далее. И кроме того, что наша, так сказать, познавательная система активно, интенсивно работает над фонетическим строем языка и выделением, так сказать, каких-то отдельных слов, там идет и активнейшая подготовка на 1-м году жизни, подготовка к тому, чтобы ребенок заговорил. И это касается как раз вокализации. Как мы с вами знаем, у совсем маленького младенчика вокализации, в общем-то, ну, как бы такие достаточно простые. Ребенок, как правило, вокализирует какие-то отдельные гласные звуки, там а, о и так далее, и так далее. Это замечательные совершенно шаги в развитии, но ближе, так сказать, уже ко 2-му полугодию жизни, и во 2-м полугодии жизни ребенок зачастую уже начинает вокализировать слоги. То есть он уже уловил, так сказать, из своего вот этого речевого опыта, да, слухового речевого опыта, то, что касается, так сказать, различных составов, вот этих вот фонетических каких-то слогов, из которых создаются слова, и он уже начинает там да-да-да, ба-ба-ба, га-га-га и так далее, и при этом он все лучше и лучше вокализирует, все правильнее и правильнее, и при этом даже как бы исследователи заметили детей в том, что они стремятся как бы сдвинуть темп, то есть все быстрее и быстрее, так сказать, вокализировать, произносить вот эти слоги. И это, безусловно, огромная работа по подготовке вот этого артикуляционного аппарата нашего, да, речевого аппарата к тому, чтобы уже, так сказать, активно заговорить. И когда это все вместе, так сказать, между собой соединяется, мы с вами действительно видим то, что ребенок начинает активно произносить свои первые слова.
Как правило, это вот наблюдается при нормальном развитии, ну вот где-то там в начале второго года жизни, да. В год, на втором году жизни считается, что как бы порогом задержки речевого развития является возраст 3 года. То есть вот все, что внутри вот этого диапазона, считается вариантами нормы. Опять же, исследователи речевого развития показали, что можно как бы увидеть, да, еще и некоторые такие закономерности, которые в какой-то степени предскажут как бы более или менее богатое, так сказать, оптимальное, да, вот, развитие языка ребенка по тому, что имеет место в его раннем детстве. Я имею в виду, скажем, опыты, проведенные под руководством того же Ноэма Хомского, о котором мы говорили. Эти опыты были нацелены на то, чтобы исследовать взаимосвязь между вот таким сенсомоторным опытом младенца на первом году жизни и богатством, так сказать, его речевого развития на втором-третьем году жизни. Что имеется в виду? Это вот как раз мы возвращаемся к тому, о чем говорил Жан Пиаже. И он как раз говорил о том, что очень важно для мыслительного развития ребенка, чтобы он разнообразно как бы манипулировал на первом году жизни разными объектами. Имеется в виду там объекты разной формы, разного размера, разные как бы вот текстуры, так сказать, на ощупь, да. И Ноэм Хомский со своими коллегами, он действительно провел вот эти наблюдения и сравнивал группы детей, у которых действительно был богатый опыт манипуляции различными объектами на первом году жизни, да, и на втором году жизни. То есть это вот действительно были разные формы, разные объекты, разные величины, то есть как бы различные игрушки, да, там вот разные, там вот шероховатые, гладкие, там бархатистые, там какие-то шероховатые, там колючие и так далее, и так далее. И оказалось, что действительно у детей, у которых был более богатый опыт знакомства, вот такого сенсомоторного знакомства на первом и в начале второго года жизни с самыми разными вот этими объектами, то есть у них вырабатывались такие богатые сенсомоторные схемы, оказывается, что действительно, в общем-то, их речевое развитие шло по такому обогащенному пути, оно было более таким вот дифференцированным и, так сказать, более, ну что ли, хорошим. В отличие от тех детей, у которых, так сказать, был относительно небольшой опыт манипулирования разнообразными объектами, у них, так сказать, вот это речевое развитие шло по несколько объединенному пути. То есть такая информация на заметку и мамочкам, и воспитателям, да, что действительно очень важно, чтобы у ребенка было разнообразие объектов, с которыми он знакомится буквально вот в своем младенчестве и, так сказать, далее в своем раннем детстве. Другие наблюдения в плане, так сказать, предсказания некоторого, да, речевого развития касаются того, что, опять же, детские психолингвисты увидели, что можно как бы выделить два основных таких как бы стиля речевого развития детей. На это, наверное, сложно как-то повлиять, но вот как бы если проводить систематические наблюдения, то оказывалось, что можно выделить так называемый, так сказать, экспрессивный стиль речевого развития. Это тогда, когда уже ребенок начал развивать активную речь, то есть он уже произнес свои первые слова. И по наблюдениям психолингвистов, когда ребенок в активном словаре набирает где-то 30-50 слов, у него, так сказать, возникает вот это вот великое открытие, что вообще каждый предмет вокруг имеет какое-то название, и начинается активный рост вот этого словаря, то есть ребенок начинает задавать массу вопросов, что это, как это называется, а вот это там и так далее, и так далее. И у него действительно начинается рост словаря, вот как говорят исследователи по экспоненте, речевой взрыв такой своеобразный. И вот оказывается, если проанализировать вот состав вот этих вот первых 30-50 слов ребенка в активном, так сказать, его словаре, то здесь можно выделить два основных стиля. Во-первых, стиль, который был назван экспрессивный. Во-вторых, это стиль, который был назван референтный.
Эти два стиля отличаются следующим образом. При экспрессивном стиле в первичном таком словаре ребенка вот очень существенную, так сказать, часть составляют слова типа вот междометий или как-то каких-то вскриков, да, то есть то, что выражает состояние ребенка, и кроме того, это выражение действия. То есть это вот типа «дай», «хочу» и так далее, да, и кроме того, там все эти «ой», «ай» там, и тому подобное, да, то есть вот как бы первые слова ребенка, которые выражают его желания, которые, так сказать, выражают его какие-то состояния, да, это вот то, что касается экспрессивного стиля первичного речевого развития. Если говорить о референтном стиле, то здесь как раз при анализе вот этого первичного активного словаря ребенка оказывается, что большую часть, существенную часть его вот этого первичного словаря составляют названия предметов. То есть это будут те же самые там часики, ботиночки, там чашечки и так далее, и так далее. Вот те слова, которые обозначают предметы, то есть существительные. И оказалось, что при референтном стиле первичного вот этого речевого развития все-таки как бы можно говорить о том, что в дальнейшем, скажем, набор словаря у такого ребенка будет активнее, да, что его речевое развитие будет более дифференцированным, будет идти по некоторому более обогащенному такому, так сказать, пути. И, безусловно, вот я думаю, опять же, и родителям, и воспитателям можно эти знания взять на заметку для того, чтобы как-то использовать, да, при возможности такого рода научные знания в своем практическом опыте, да, в своей практической деятельности. И вот если говорить о специфике детской речи, да, то здесь, наверное, важно привести некоторые наблюдения детских психолингвистов, которые касаются именно особенностей понимания детьми вот речи, которая звучит вокруг них. И, соответственно, это тоже может быть достаточно полезным для родителей, воспитателей и педагогов в целом. Значит, речь идет о том, что вот ребенок после того, как он накапливает определенный словарь, начинает порождать двухсловные, трехсловные высказывания. Постепенно он переходит к тому, чтобы строить определенное предложение. И вот это речевое развитие идет рука об руку с развитием мышления. Практически все психологи XX века, в лице, в частности, да, вот таких как бы крупных фигур, как, скажем, Выгодский и Пиаже, они соглашаются с тем, что мыслительное развитие ребенка, да, оно достигает уровня именно понятийного мышления, причем развернутого и вот такого мышления взрослого типа, да, не раньше подросткового возраста. То есть Выгодский в специальных экспериментах в свое время показал, что значение слова для ребенка вот оно развивается и достигает вот уровня, соответствующего понятиям, именно ближе к подростковому возрасту. Чуть-чуть оно к нему приближается в младшем школьном возрасте, но поистине это именно приобретение подросткового возраста. И это как бы тесно соотносится с тем, о чем я сейчас хочу сказать, а именно с тем, как дети понимают, так сказать, речь взрослых, и как они, так сказать, вот реагируют, да, на те или иные особенности, вот, скажем, речевых высказываний взрослых. Значит, в первую очередь, наверное, надо отметить то, что вот слово и его значение для ребенка дошкольного возраста, оно в рамках представления Выгодского описывается как бы такая принадлежность так называемого комплексного мышления. То есть это пока еще не понятийное мышление, это такое достаточно своеобразное такое мышление, своеобразный мыслительный процесс, в котором ребенок вот как-то нащупывает пути к какому-то своему такому истинному познанию окружающего мира. И вот если говорить, опять же, языком Пиаже, то здесь речь идет о том, что ребенок уже имеет внутреннее представление, но пока еще как бы не наработал
вот эти логические операции. Да? То есть и это действительно порождает своеобразие детского мышления. Если говорить о том, как это выражается на практике, то надо привести эти наблюдения детских психолингвистов. Вот для ребенка достаточно характерно то, что он имеет тенденцию понимать слова как бы буквально. То есть при всем том, что мы можем сказать, что у ребенка фантазия богатая, да, он, так сказать, может что-то там сочинять, придумывать и так далее, да, тем не менее в восприятии речи у него возникают такие как бы казусы, которые свидетельствуют о том, что он воспринимает взрослую речь именно как бы буквально. Значит, что я могу здесь привести в качестве примера? Вот как бы один из как бы вариантов, да, наблюдений детских психолингвистов говорит следующее. Да? Допустим, ребенку читается некий рассказик. В этом рассказике есть такая фраза, такое предложение: «Тропинка сбегала с горы». Детские психолингвисты такого рода фразы, да, и рассказики с такого рода фразами, зачитывая детям дошкольного возраста, они говорят о том, что для ребенка достаточно естественно задать очень простой вопрос: а как тропинка может сбегать, у нее нет ножек? То есть это означает, что ребенок представил себе: тропинка сбегает, сбегать можно при помощи ножек, и он, так сказать, начинает задавать вопрос относительно буквального смысла слова «сбегать». Другой пример. Взрослый говорит ребенку, который каким-то образом ему мешает. Да? Он ему говорит: «Дуй отсюда». Ребенок может, не всегда, да, но вот детские психолингвисты такого рода случаи описали, может очень резонно задать вопрос: куда дуть? Сюда или туда? То есть дуй отсюда, отсюда это куда? То есть ребенок опять же понял высказывание буквально задает вот этот вопрос. Да? То есть ему непонятен вот этот переносный смысл этих слов. Дуй отсюда — это значит: иди куда-нибудь, так сказать, по своим делам, поиграй, ты мне сейчас мешаешь. То есть вот расшифровать всю вот эту подоплеку вот этого краткого высказывания «дуй отсюда» и ребенку сложно. В связи с этим, в общем-то, действительно надо хорошо понимать, что когда взрослые начинают произносить какие-то угрозы, типа «я тебе сейчас уши оборву» или там «голову оторву», там, или еще что-нибудь с тобой сделаю, да, в общем-то, это не как бы для них это именно какая-то достаточно буквальная и очень страшная угроза, а не вот такое вот как бы высказывание в переносном смысле, что ты меня уже достаешь, пожалуйста, прекрати делать то, что ты делаешь, и так далее. И очень интересные здесь также наблюдения и эксперименты, проведенные под руководством одного из наших крупных психологов советского времени, такого как бы классика нашей нейропсихологии, представителя школы Выгодского, это Александр Романович Лурия, который проводил специальные опыты с детьми 3 и 4 лет и увидел, что для ребенка на 4-м году жизни, то есть которому 3 с чем-то, да, очень сложно как бы речевые, так сказать, высказывания взрослых разделить на эмоциональную часть и, собственно, значение, да, то есть, собственно, смысловую часть, то есть что конкретно говорит взрослый и насколько он при этом, так сказать, эмоционально как бы в это вовлечен, этот взрослый, да, то есть насколько у него присутствуют какие-то эмоции. Например, взрослый сердится, или он порицает ребенка, или он, наоборот, там радуется, да, тому, что делает ребенок. И вот оказывается, что в каких-то ситуациях это может иметь очень важное, так сказать, значение. Почему? Потому что для взрослого достаточно естественно, в том случае, если он хочет остановить какую-то деятельность ребенка, просто повысить голос.
Ну, например, «стой, остановись». Да? Допустим, ребенок передвигается там, в сторону проезжей части или, так сказать, хочет там, съехать с какой-то крутой горки на детской площадке, и это еще, так сказать, опасно и страшно. И родитель хочет его остановить, или воспитатель, да, или педагог, да, хочет его остановить, и при этом он может повысить голос. И оказывается, что зачастую это приведет к обратному результату, то есть вместо того, чтобы остановиться, ребенок будет как бы еще быстрее продолжать делать то, что он делал. Например, бежать к проезжей части. Если же мы берем ребенка уже на 5-м году жизни, да, то есть уже ему 4 плюс или, так сказать, 5, то здесь уже речевое развитие ребенка достигло такого уровня, когда он может разделить вот эти моменты. И вот эти вещи, наверное, имеет смысл иметь в виду каждому, так сказать, родителю, каждому воспитателю и, так сказать, преподавателю воскресной школы, так сказать, всем тем людям, которые общаются с детьми в тех или иных ситуациях. И вот я еще раз хочу, так сказать, подчеркнуть, да, что действительно ребенок начинает понимать переносный смысл в речевых высказываниях достаточно поздно. Это, как правило, приходится где-то на младший школьный возраст, и это тоже надо иметь в виду, когда мы с вами проводим те или иные занятия. Вот, может быть, некоторые такие основные замечания по поводу речевого развития. И, наверное, можно к этому еще прибавить только, так сказать, один момент, связанный с тем, что вот это как бы взаимосвязанное, да, развитие мышления и речи ребенка в его дошкольном возрасте, оно очень отражается, да, на том, как ребенок строит предложения в своей активной речи. Мы понимаем, что старший дошкольник, то есть ребенок, которому уже там около 6 лет и чуть старше, он уже зачастую при нормальном развитии может строить достаточно сложные предложения, причем, конечно, он зачастую стремится к тому, чтобы вот все более и более сложные речевые высказывания порождать, и это вот может выражаться в том, что он значит, высказывания свои строит как сложно сочиненное предложение, то есть с союзом там «и» или там «а также», и строит предложение сложно подчиненные, да, которые уже предполагают какое-то, так сказать, выражение причинности и могут включать в себя какие-нибудь союзы «потому что», «так как там», «ибо» и так далее. Да? То есть вот это, конечно, очень круто для ребенка, но эти вот особенности, да, мыслительного развития ребенка, то есть пока еще отсутствие вот такой вот как бы логической базы, да, в его мышлении, отсутствие вот этих логических операций, это может приводить к тому, что ребенок порождает довольно забавные высказывания, когда он, допустим, союз «потому что» использует в роли союза «и». И вот эти особенности детской речи тоже, безусловно, надо иметь в виду, когда мы с детьми общаемся, да, когда мы стремимся установить какое-то взаимопонимание, понять детскую речь и, соответственно, вот осуществить некоторое такое полноценное общение. Ну вот, завершая такой краткий обзор тех психологических, да, знаний, которые касаются развития детской речи, безусловно, надо сказать о том, что огромное продвижение в развитии речи имеет место, конечно, в младшем школьном возрасте, когда ребенок, уже подготовленный к поступлению в школу своим, так сказать, вот развитием в дошкольном возрасте, когда он уже начинает систематически изучать там законы речи, законы словообразования, начинает учиться читать, писать и, так сказать, анализировать какие-то там состав предложений и так далее, безусловно, его речевое развитие продвигается, так сказать, огромными шагами. Он делает очень серьезные успехи, и уже, так сказать, безусловно, он начинает и понимать всяческие сложные такие высказывания, да, он уже начинает осмысленно использовать сложные, так сказать, предложения в своей речи. И, в общем-то, этот процесс продолжается достаточно
долго, можно сказать, всю жизнь. Вот на предыдущих занятиях, когда мы обсуждали с вами лонгитюдные исследования взрослых, мы говорили о том, что вот это речевое развитие в плане все более и более глубокого понимания слов, все более и более как бы мастерского, да, владения языком, да, с точки зрения выражения своих мыслей, своих чувств. Да. Это тот процесс, который на самом деле продолжается всю взрослую жизнь человека. И, в общем-то, мы как раз с вами говорили о том, что это как раз та часть наших познавательных способностей, нашего интеллекта, которая продолжает совершенствоваться вплоть до глубокой старости. И действительно, вот закладка, так сказать, этого процесса, она начинается, безусловно, с самого начала человеческой жизни и продолжается, да, и, безусловно, здесь очень важно представлять себе, да, вот эти вот особенности развития речи человека на разных возрастных этапах развития. И это действительно может быть использовано для того, чтобы вот это речевое развитие было вот как бы максимально таким совершенным. И, наверное, вот в конце этого нашего занятия я бы хотела сказать о том, что вот чтение, скажем, молитв, да, на церковнославянском языке и вообще освоение церковнославянского языка и вообще языка церкви, да, на котором говорит церковь, это, конечно, огромный плюс для языкового развития. Почему? Потому что те оттенки смысла, которые присутствуют в церковнославянском языке, они, безусловно, отсылают нас вот к таким глубоким, дальним историческим корням всех тех слов современного русского языка, которые мы используем. И, безусловно, этот церковный опыт ребенка, да и взрослого, да, очень и очень обогащает речевое развитие и, соответственно, обогащает и мыслительное развитие каждого человека. Ну вот на этом давайте с вами вот эту тему, связанную с речевым развитием, завершим. И на следующих занятиях перейдем уже к развитию других символических систем, в частности, развитию изобразительной деятельности и игровой деятельности ребенка. Благодарю за внимание. Это занятие мы с вами завершаем. А теперь вопрос.